прекрасно, как Мы никогда. целое утро делали бусы маме, потому что кто захотел сделать бусы? Я. А зачем мне интересно? Потому что подарок тебе. Ну что, друзья, будем снимать сегодня рум-тур долгожданный. Отправила всех гулять. Мила надела мне бусы, сказала: мама, рум-тур только в бусах. Сынок, исполняю твое желание. Если вы видели уже, конечно, вы это видели. Пару секунд назад это был коридор входной, непосредственно общий. Вот наш коридор уже непосредственно личный в нашей квартире. Не знаю, правда, в каком сейчас формате вам пока отснять, но нужно быстренько, потому что дети гуляют, за окном уже темно, так что я постараюсь как можно быстро, подробно, продуктивно, увлекательно. Так, ну тут не обращаем внимания, это у нас строительные какие-то штучки-дрючки. На мои ноги от спорта тоже, все в синячках. Смотрите, значит, что мы имеем. Вот здесь ниша, ремонт у нас от застройщика. Какая тут кость у меня выпирает. Здесь у нас будет большой, прям самый потолок, пол, шкаф. Мы уже внесли предоплату, изготовление 1,5 месяца. Позвонил муж, сбил мне съемку. Ладно, продолжаем. Это зеркало, которое, помните, не могу прям не отвлекать, это хреновина. Ну ладно, сделаем вид, что ее нет. Это зеркало, кто помнит нашу старую съемную квартиру в Люберцах, я его покупала туда. Оно плавно перетекло в нашу квартиру. Это было первое, что новенькое, свеженькое заехало сюда. Здесь все лампочки горят, просто я их выкрутила, потому что, ну, очень светло. Я люблю, конечно, свет, но здесь аж прям глаза болят. Ну, скоро нам придется его куда-то переместить, потому что здесь, как я уже сказала, будет шкаф. Ребят, значит, что мы имеем? Здесь везде у нас обои под покраску. Это от застройщика мы выбирали ремонт. Навесные потолки аналогично. Вот это дело мы тоже ждем. Заказали люстры, мы не покупали в России, нам привезут их из сайта Алиэкспресс, но доставка у нас будет, по-моему, не помню, страна какая Европы, напишу потом, когда придут. Значит, что я еще хотела вам показать? Давайте вот так. Вот он наш ремонт от застройщика. Ну, сами видите, да? Вот мы будем судиться с ребятами, которые делали нам ремонт, потому что это не годится. Это было с самого начала заселения, то есть какие-то вот эти косяки. Мы поэтому толком сейчас не можем сюда часть мебели поставить, потому что что-то там перекроется, вот эти недостатки. А мы хотим, чтобы к нам пришли эксперты, все это запротоколировали, вот это все, смотрите, дело, да, и мы спокойненько отсудили свои 1500, надеюсь, 500. И, кстати, вот что это? Так, это пыль, класс, на вооружение мне. И уже со спокойной душой дальше будем мебелизировать. Вот даже стену, думаем, красить или нет, нам нужно это покрасить стену. Пока очень много косяков на ней. И мы думаем с мужем, обсуждаем, как это правильно сделать, чтобы потом нам все это учли, не скроем ли мы самостоятельно какие-то недостатки покраски. В общем, очень много вопросов, пока в подвешенном состоянии. По минимуму мы мебелизировали квартиру, потому что, ну, как вы поняли, ремонт от застройщика, который, по-моему, стоимостью 700 рублей, ну, он совсем не годится. Переделывать мы были его не согласны, нам предложили эту услугу, просто мы хотим уже отсудить деньги и сделать уже самостоятельно там какие-то моментики подредактировать. Значит, с коридором закончили. Теперь у нас ванная комната с туалетом. А здесь тоже аналогично застройщика. Здесь мы заказали зеркало. Скорее всего, когда я выложу влог, оно уже приедет. Поэтому будет история для следующего влога. Так, ну здесь такая же история, в принципе, вот издалека, вот так, я сейчас поменяю ракурс, да, светленько, чистенько, беленько, но на самом деле вот это все полое, то есть оно отходит от стены, тут втирка выпала, я как бы все равно хотела здесь подойти с творческим процессом, все затирку убрать самостоятельно, ну смотрите, да, какой кошмар, пик, ох, зла не хватает, но тем не менее. Здесь тоже навесные потолки.
Вот здесь вот такая ниша. Все это потом будет с полками. Здесь, кстати, еще огромный минус. Огромный минус. Давайте вот так камеру перемещу. Нет, посмотрите, обратите внимание, полотенцесушителя. Его просто нет. Придется покупать электрический, скорее всего, вот куда-то мы здесь его расположим. Доделаем полочками. Заменим вот эту раковину, конечно. Она мне абсолютно не нравится, не подходит. С ванной не знаю, что мы сделаем, наверное. Присела, сами поняли, куда, да, для того, чтобы обзор продолжить с этого ракурса. Поставлю кран, чтобы пластика этого не было видно. Как сказала ранее, затиркой тоже мне нужно будет поколдовать. Здесь тоже у нас кафель от застройщика. Ну и вот, пожалуйста, вам оцените качество ремонта. Так, вот можете посмотреть, пакеты такие у нас временно служат корзиной для белья. И это, кстати, стало вообще очень крутым. Мне, скажем так, закрою, чтобы вас ничего не смущало, хотя там все идеальная чистота. Отличным стало мне поводом задуматься, какую бельевую корзину заказать. И я и заказала, представляете, бельевую корзину в виде вот такой сумки. Тоже, по-моему, на Алиэкспресс, не помню, где заказывала. Но она так пишется. Здесь так, аналогично в эти пустоты у нас добавятся всевозможные удобные под рукой стеллажи, полочки. Пока вот это наш вариант. И люстра тоже едет. Значит, движемся дальше. Сразу из коридора заходим в детскую. Это комната, которая изолирована, хотя у нас была возможность 2 изолированные комнаты, полноценную двушку взять, но муж захотел у нас современную планировку. Это здесь бабуля приехала нам помогать мужу со своим постельным бельем, от нашего она любезно отказалась, ну как бы человеку так приятнее, так привычнее, мы не против. Так вот, это значит у нас детская. Здесь у нас в плане огромная поверхность рабочая, со столиками, со шкафами детям. И рабочая поверхность, которой могу я пользоваться с ноутбуком. Давайте покажу вам сразу наши окна полупанорамные. Достаточно, кстати, неплохая шумоизоляция. Я удивлена, когда закрыты окна, напротив еще идет стройка, шума вообще практически не слышно. Но здесь тоже есть свои неудобства, можете обратить внимание, окна закрываются и открываются только привычным нам путем. На проветривание поставить нельзя, это тоже нужно иметь в виду. Этот нюанс вы доделываете сами, если хотите приобрести у застройщика этого квартиру. И, соответственно, безопасность для детей, потому что окна очень низко находятся. Младший сын у меня стоит вот примерно по животику ему подоконник. Так, пока нет шкафа, это какая-то элементарная вешалка у нас, не помню откуда. Здесь у нас, так как у нас есть полноценная кровать в городе Курске, кто еще не знает, что у нас есть квартира, да, в городе Курске, продавать мы ее не хотим, недвижимость как бы она в нашем плане интересует нас пока целостно и в Курске. Я решила, скажем так, вообще вот такой вариант вместо кровати заказать. Это манеж. Здесь расстегивается дверка. Он может сам залазить, вылазить. Его удобно брать с собой в путешествие, какие-то там, не знаю, выезд на природу. Вот. С матрасом, матрас отдельно купила. В общем, меня устраивает. Не замечу, как пролетит быстро время, и он прекрасно переместится вот на эту двухъярусную кровать, которая тоже из Икеи. Вообще, я уже 1000 раз пожалела, что ее купила. Не очень хорошая обработка, но я ее покрашу. Снова я ее покрою лаком. Она будет в более презентабельном виде. Пока она в таком под Naturals, да, дерево. Здесь спит Мила сверху, здесь спит бабуля. Косяков здесь тоже очень много по ремонту, по потолкам. Люстра в детскую, кстати, вот надо посмотреть, где она движется. По-моему, прислали сообщение, что она уже прибыла в пункт выдачи. Но, как бы, ребят, что имеем? Вот это прям история, боль, да. И сама дверь, она закрывается с таким шумом, потому что она, вот видите, она не подходит. Зазоры. Ну, будем ждать решения суда, что поделать. Также от застройщика на полу у нас ламинат, местами вздувшийся, еще даже мы его не эксплуатировали изначально, когда зашли. Уже он был такой, не знаю, в чем проблема.
По потолкам тоже есть какие-то нюансы. Ну, как сказала ранее, будем заниматься по мере поступления проблем. Ждем оценщиков и судиться. Пойдемте в кухню и комнату. Гостиную, да. Закрываю детскую. Попадаем мы в комнату, которая могла быть также быть изолирована. Ну, как изолирована, насколько это возможно, все равно была бы проходная, да. А хотя нет, там по планировке она в другое крыло просто уходила. Но, тем не менее, муж захотел современную планировку. И каждый раз, когда я снимаю влоги в Инстаграм или здесь, я всегда смотрю на него счастливым лицом и говорю: ты хотел современную планировку, а теперь мы пытаемся зонировать и отделить как-то спальную зону. Ну, в общем, он захотел так. Хотя, как бы мы могли, да, уже пойти по другому плану. Ну, значит, давайте посмотрим, что здесь. Это гостиная, 21 или 22 квадратных метра. Ну, как бы полноценная могла быть кухня 11, да, и 10 или 10 здесь, 11 там, комната. Но у нас она совместная. Я, честно говоря, уже привыкла. Вот. Мы тут не особо увлекаемся готовкой. Сейчас я покажу вам, потому что по большей части мы очень заняты и заказываем готовую пищу. Так, я отошла и взяла другой формат съемки, потому что качество почему-то на 0,5 страдает. Вот она, наша кухня. Мы заказывали в кухне Мария, там какая-то «Едим дома», специальный проект, авторский проект. Кухня нам вместе с техникой. Технику я сейчас вам покажу, какая у нас имеется в районе, плюс-минус 300 тысяч рублей. Досконально могу там потом каждому, кто будет интересоваться, расписать. Что значит у нас есть на нашей кухне? Я вот не знаю, меняю, конечно, это 0,5, но прям чувствую, как меняется качество. Ну, соответственно, отсек под посуду. Здесь тоже. Покрытие у нас, оно такое, как будто с царапинками, с крапом с каким-то. Не глянцевое, да, потому что это давно уже история не актуальная. Закрывается все тихо, плавно. Да, кстати, вот почему-то тоже мы с мужем решили до потолка не делать. Нам так захотелось. Ну, захотелось. Наш фартук. Единственный фартук мы решили сделать. Добавим тут еще свет. Мы решили сделать его как раз-таки глянцевым, потому что у нас здесь варочная панель, чтобы как-то сочетать. Не захотели тоже под камень вот эту раковину. Муж был против, я по большей части соглашалась на все его хотелки, потому что мне с кухней вот абсолютно, знаете, там не нужно было бить себя в грудь, хочу вот так, буду спорить, потому что я, честно говоря, ну, уже отошла совсем прям так от сильной готовки. Как я сказала ранее, у нас с этим занимаются рестораны, которые привозят пищу, да, или на дом готовую, либо как-то что-то легкое мы перекусываем. Посудомойка. Это что было в комплекте со стоимостью кухни. Здесь у нас всякая лабуда там под раковиной. Почему-то мусорка у нас стоит здесь. Ну вот реально так более привычно. Привыкли так уже. Так, смотрите, здесь у нас, значит, что? Как лучше, наверное, вот так или вот так? Ну пусть, да? Посмотрите на грязь, понимать будете, что... Ой, здесь люди все-таки живут. Опять-таки, с целью того, что у нас на всех 4 конфорках не готовится суп, плов, там, чебуреки, еще что-нибудь, что самое вкусное я люблю, назвала, но тем не менее у меня это дома не готовится. С 2 детьми приготовить, тем более один раз мы точно едим не дома или заказываем, вообще огонь. Ну, то есть, ну, сенсорное, все замочками, все включается, то есть, ну, как-то так. Что еще входило? Вытяжка, соответственно, той же самой фирмы. Там режимы всевозможные по силе. Это все под посуду, под вилки, ложки. Вот тут единственное, конечно, не продумано. Бьется, видите, холодильник. Муж сказал, здесь нужно будет какую-то поставить специальную наклейку. Ну, холодильник, да. Холодильник мы тоже не брали огромный, потому что мы не из тех людей, у которых есть морозилка, замораживают. Там, несмотря на то, что у нас родители живут в Курске, и есть родители там в деревне, родственники. Нам никто не передает баранов, кур, уток, чтобы мы их замораживали. Стол, кстати, да, стол, который
муж со старшим сыном собирал. Вы можете его посмотреть уже более детально. Он у нас на высоких ножках. Это захотела уже непосредственно я. Так что тут я тоже не птица безвольная, могу и словцо свое вставить. С чем-то я могу не согласиться. Эти ножки, которые, помните, выбирал супруг, он более такого высокого формата, барный. Эти стулья. Хочу единственное яркие сюда чехольчики. Картина. Работала, закрою ноутбук. Кстати, кто еще не знает, да, продвину ваш бизнес просто на улет. Повесить надо. Шумно просто уже не будем дрелить. Вот, значит, наше обеденное место. Вполне, опять-таки, хватает всем места здесь. Он прекрасно вписался в нашу серую кухню. Ну, вы понимаете, ребят, да, что это минимальное мебелизирование, потому что, опять-таки, да, добавятся яркие аксессуары, я буду это постепенно вам показывать, делать обзоры, где купила, сколько стоит, что. Вот, например, такая картина с оранжевой машиной, тем не менее, с оранжевой. У нас еще будет 2 панно оранжевого цвета, которые прекрасно сочетаются с белым, серым, оранжевый. Сюда прям отлично подойдут. Ну, теперь предлагаю перейти к части сокровенной нашей с мужем спального места, наверное, так более правильно сказать. Да, Алекса стульчик сюда сразу выдвину. Могу там найти ссылки, кому интересно. Стульчик, кстати, тоже в серый вот наш этот интерьер кухни очень подходит, гармонирует, удобный, небольшой, не громоздкий, легкий, мне понравился. Так вот, что сказать здесь? Очень большой был у меня головной, головняк. У меня был прям огромный вопрос головной, который меня беспокоил. Чтобы найти красивые плафоны, сочетаемые, то есть вот здесь под цвет кухни, здесь в светлых тонах под наше спальное место. Я потом вам покажу, надеюсь, я попала, я угадала. Я стану с другой стороны, вот так, чтобы вы понимали, в уголок. Поставлю себя в угол. Этот стеллаж мы купили в Икее. Просто сразу вам говорю, может быть, нам не повезло, может быть, что не советую его брать. Сейчас покажу, по какой причине. Также будет влог, где мы его собирали. Мы ничем не били его. Каким-то образом, просто пальцами, возможно, когда мы сюда уже его придвигали, чтобы зафиксировать. И он был, детки маленький, да, привинчен был к стене. Так вот. Просто какой-то произошел коллапс, трещина. Едем дальше. Сегодня муж тоже. Протирали мы здесь пыль, заметили. Отслаивается, рассыхается. В общем, проблема. Так нас все устраивает. Мы это все сделаем, зонирование, добавим красивыми какими-то. Либо двери я раскрашу, здесь вставляются, они все отдельно покупаются. Либо красивые корзины. Часть мы как-то в каком-то сделаем красивом. Либо лесенкой выложим. В общем, очень много мыслей. Все это вы увидите. Так нам сейчас, конечно, подходит. Здесь добавится свет. Тоже, кстати, не сказала, да? Здесь по периметру еще свет у нас будет. Но качество оставляет желать лучшего. Вот она стоит в районе 13 тысяч рублей. Эта штука, да? Помните, здесь сколько? Не считая ноутбука, конечно. Стол, точнее, стулья 20, это 7. Около 30 тысяч, плюс-минус. 13 тысяч она стоит. Это перегородка. Качество вы уже видели. Сами решайте, брать или не брать. Но вот для такого варианта зонирования, они есть меньше, они есть ниже. Мы остановились на таком варианте. Так, запыхалась, перешла в другой угол. Тоже из Икеи, это муж покупал еще без меня, он прям сюда приехал, получил ключи, бросил матрас на пол, купил себе комод, телевизор, кстати, с прошлой нашей квартиры, наши курские чемоданчики, вы регулярно видите их в сторис в Инстаграм, как мы путешествуем с ними, если со мной есть ребенок мой старший, он еще со своим чемоданом. Так вот, не знаю, куда потом его применить, не очень я люблю вот эту вот мебель икеевскую, качество может быть не везде такое прям, не очень, но... Мне, честно говоря, нужно куда-то подумать, куда этот шкаф деть, может, какие-то ручки добавить для красоты. Вот так, кто любит такого плана мебель. Тут шорты вот мужа видны, ладно, бог с ним. Вот у нас есть еще такой комод, не шкаф, да, если я говорила для этого шкаф, вы поняли. Комод. Наверное, перебазируется в детскую комнату. Здесь из этого уголка, что я вам хотела показать. Что хотела показать, опять-таки, наши панорамные окна.
полупанорамный, прошу прощения. Карниз мы завтра вешаем со шторами. Я вам уже открывала, показывала. Давайте сделаем это еще в детской, уже не в детской, идем здесь. Это Люберецкая часть, вот где парковка наша, через дорогу, вот она уже, где едет машина, это уже Москва. То есть мы такой какой-то непонятный отрезок под нашими ногами. Вроде бы в Москве, а вроде бы и нет. Там вот Москва-Сити вдалеке горит, всегда меня манит своими огоньками. Здесь строится у нас корпус, так что соседи, вдруг кто-то будет меня смотреть, имейте в виду. По-моему, это второй, если не ошибаюсь. Там вот еще корпуса, мы с ребенком очень любим наблюдать со старшим. Он говорит: мама, смотри, ставят плиту. Я говорю: да, класс. Там у нас парк. Сейчас там гуляют непосредственно детки с бабушкой. И вот часть колеса, если вы видите, мигает. Вот оно, колесо какое, ну, господи, обзорное, да? Забыла слово. Вот, значит, наш вид. Построится сейчас у нас тут домик, вот там чуть подальше. Но, тем не менее, красоты закатов мы будем наблюдать вот здесь. Получается, мы становимся опять в позицию. Ой, беру свои тапки. Уже тапки. Здесь они вообще не к месту. Самый интересный лот, я считаю, это наша кровать. Да, кровать, вы не ослышались, это не диван, это кровать. Вот так. Потому что, опять-таки, качество почему-то с этого ракурса портится. Смотрите, ребят, это кровать, которая прячется вот в эту нишу, вот в эту консоль. Олисис, я очень много раз говорила в Инстаграм, что влюблена в их мебель. Качество, ребят, просто на высшем уровне. Я пожалела, что мы там не заказали вот эту часть, заказали в Икее. Вот сюда шкаф мы тоже будем заказывать. Олисис. Все просто профессионально, гармонично. Господи, могу говорить часами. Просто посмотрите сейчас сами. Покажу поближе, поставлю телефон на штатив, как это все работает, как это все раскладывается, как это все смотрится. Все тут прям работает как полагается. Смотрите, нажал одним пальчиком, дверка открылась, там наше постельное белье. Там наше постельное белье, да, лежит. Мы его потом достаем, проливали пассатижи. Так, стоимость этого чудо, не боюсь этого слова, чудо, для меня это чудо, я с мужем долго спорила, вот опять-таки, да, вот здесь я настояла, он мне каких-то других подсовывал там проекты, давай такой, нет, я знала, что если мы, точнее я соглашаюсь на альтернативу совместной вот этой гостиной, и мы будем здесь с ним, соответственно, находиться в маленькой комнатке дети. Мне здесь нужно все, чтобы максимум функционально было. Пряталось, чтобы у меня есть какой-то диван, и приходили гости, у меня тут, извините, там какое-то покрывало торчало, на котором я буквально недавно спала, чтобы все это было красиво. Днем это функционально, спрятано, ночью это полноценная, красивая, удобная кровать. Смотрите, куда я залезла для того, чтобы вам продолжить снять с другого ракурса. Поэтому вот оно наше чудо, которое меня радует регулярно, ежедневно. Сейчас я продемонстрирую вам. Стоимость ее мы заказали самую простейшую, но я опять-таки уже пожалела, и мы будем заказывать какие-то здесь примочки, шкафчики и так далее. Стоит, в общей стоимости вышло 175 тысяч рублей. С этим прелестным диваном, у него очень красивый цвет. Сейчас просто вот в освещении таком комнатном, он не настолько яркий. Ну, в Инстаграм вы видели, наверное. Диван, 2 ящичка вот эти под белье и сам матрас, конструкция, да, 175 тысяч рублей. Много ли, мало? Для меня, я за 300 смотрела у них проекты и готова была отдать эти деньги. И в итоге плюс-минус у нас получится за 250, думаю, потому что я хочу еще шкаф, я хочу у них вот детскую комнату заказать, там рабочую поверхность. В общем, меньше слов, больше дела. Сейчас вы посмотрите, как это все раскладывается, как это все выглядит в режиме работы, в режиме пользования. Ребят, вы знаете, у нас получается незадача. Сейчас позвонила бабушка, сказала, что она уже ведет детей, а я хотела все-таки посвятить этой конкретной части съемки прям такой полноценный обзор, потому что, ну, я считаю, вот, что
Что касается сохранения пространства, которое мебель убивает несколько сразу целей ваших потребностей, задач, ну, честно, она требует более детального обзора, поэтому давайте я это в другом выпуске вам покажу. Поможет мне муж, покажет мне текстуру матраса. Все-таки действительно стоимость консоли этой достаточно как бы весомая. Вот, для любых бюджетов, я уверена, хотя бы, чтобы вы понимали, если вы решаетесь действительно на эту покупку, что вы получаете. Поэтому вот все, что я вам отсняла до этого, я смонтирую, выложу. Опять-таки, какой-то из дней деток провожу на улицу. Наверное, дождусь даже, чтобы был свет все-таки дневной. И покажу вам все, что здесь еще не успела. И вы сможете оценить его еще красивый цвет, потому что, опять-таки, это освещение не передает. Вот. А как будет меняться наша квартира, где я буду приобретать карниз, шторы, какие-то там красивые. Кстати, есть такое количество огромное. В ванной у меня держатель туалетной бумаги красивые, даже ёршик, да, такая как бы деталь. Но все такое конечно будет, и, конечно же, я захочу делиться этим с вами, своими находками, ссылками. Поэтому, ребят, досниму, домонтирую это и выложу вам на обозрение. Все показала? Я все показала, ну, за исключением. Вот, так что, ребята, ждем следующий выпуск.